Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим Таро-прогноз на следующую неделю. Следующая неделя с 20 по 26 июля. Посмотрим, что карты подскажут, на что направят, что-то, не знаю, там просветят, да, какую-то ситуацию. Вот. Ну, либо наоборот скажут, все нормально, нам не о чем рассказать даже. Кто его знает? Давайте смотреть. Это старшие арканы. И один старший аркан будет отвечать за общий энергетический фон следующей недели. Дальше. Послание стихий. Достаю одну карту, она тоже что-то расскажет о следующей неделе. Неделя с 20 по 26 июля. И гексаграмму «Книга перемен». Почитаем в конце расклада. Послушаем, что она расскажет о неделе с 20 по 26 июля. Вот такая вот спокойная, интересная. Ну что там написано будет, будем читать. Давайте начинать с общего энергетического фона следующей недели. Так, звездочка, да? Звездочка. Это открытое небо, это что-то действительно, наконец-то, то, что освещает, да, светит. Угу. Знаете, энергии меняются. Энергии на следующей неделе очень даже меняются. С 20 по 26 июля на смену, знаете, такому плавному, может быть, в каких-то моментах движению, либо наоборот, каких-то таких необычных моментах, да, приходит мощная, скажу так, и грозная энергия очищения. Звезды — это чистота, звезды — это длительный и дальний путь, интересные звезды. Это действительно там же, как их, когда видишь, значит, нет темных туч на небе, да? Здесь идет, да, здесь идет мощная и грозная энергия, и энергия реально очищения. Знаете, такое впечатление, что какая-то энергия разрушает многое старое, то, что уже не нужно, то, что уже отжило себя. Знаете, разрушает старое, ненужное, фальшивое, застоявшееся. Нет, это не какая-то там катастрофа, это не что-то такое действительно грозное и плохое. Нет, это освобождение, это очищение. Вот такое вот здесь вижу очень. Вам придется обратить внимание на следующей неделе на то, что вы долго игнорировали. Что-то всплывет, как будто наружу, на поверхность. В каких-то моментах рухнут иллюзии, а какая-то правда всплывет. Какая-то правда всплывет. Очень сильная энергия следующей недели, очень чистая. Как будто бы звезды даже всю воду питают вот этой энергией. Давайте смотреть жезловую масть. Жезловая масть — это планы, реализация планов, действия ваши, да, поездки куда-то, может быть, встречи, ну, деловые или какие-то еще. По поводу любви посмотрим кубки. Так. Пятерка жезлов — противостояние, да, когда ты действительно видишь вокруг себя то, что не видел раньше. Да, будет какое-то открытие, будут какие-то разговоры с близкими людьми, будет выяснение, прояснение. И действительно здесь не как что-то такое плохое на вашу голову, как говорится, да, упадет. Нет. Боже упаси, такого не будет. Здесь наоборот открывается. Может быть, что-то вас и потревожит, что-то вас даже испугает, либо что-то вас введет в такое вот нервное состояние, да. Но будьте к этому готовы, потому что через это надо пройти для того, чтобы с помощью этого получить свою силу, свое восстановление и свои новые пути. Вот так вот. Ну, смотрите, по вот этой карте
лучше всего своим близким родственникам, близким людям, да, может быть, очень близким друзьям, вы обязательно скажите на следующей неделе, ну что-то вроде давайте держаться вместе, да, но не держаться за старые обиды, потому что пора начать все, ну, допустим, с чистого листа, либо заново, либо продолжить в нормальном расположении. Вот такое вот. Не ссорьтесь, а наоборот, знаете, здесь как будто бы с одной стороны ссора, а с другой стороны вы за руки держитесь. И вот либо оно все пойдет во зло, когда за руки держитесь, да, кто победит и все такое, либо вы берете вот так вот руку за руку с человеком, да, и решаетесь вместе что-то сделать, либо делать каждый свое, но потом встретиться и показать, да, что у кого лучше, у кого хуже, но не ругаться. Не ругаться, не выяснять отношения, не доказывать чего-то. Это не, оно не ваше, оно испортит всю неделю, если такое будет. Так, беру классику. Что еще карта скажет? По жезлам. Возможно, резкая смена планов в семье, в доме, да. Возможно, будет отмена каких-то старых договоренностей, но это откроет новые двери. Вот что здесь карты говорят. Ну, по звезде 100%. Да, может быть, отмените, или кто-то отменит, или кто-то уйдет по своим делам. Может, кто-то будет наоборот кричать там: давай, 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 помогай, а вы скажете: нет, 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 только не сейчас, не хочу на этой неделе, хочу по-другому. Около вас очень много возможностей. Будете смотреть на старые обиды, либо на какие-то ненужные, но не завершенные дела. Вы опять будете, вот как поменяетесь местами с человеком, который, как сказать, ездит на вашей шее. Нет, не так скажу, неправильно. Поменяйтесь местами, но вы же не будете ездить на чужой шее, правильно? Вот я вот так сказала, но тут немножко по-другому. Здесь как будто бы вы не увидите действительно, кому нужна помощь, и не поможете. И увидите, кому она не нужна, и будете помогать, делать, вопреки всему, потом разочаровываясь, потому что просто вас использовали. Вот что-то в этом роде по этой карте. Это однозначно. Я думаю, вы поняли, да? Ну вот такое. Так что резкая смена планов, ничего страшного, не переживать, а наоборот взяться за то, что, ну, если так, значит так. Самое правильное, что должно случиться. А вообще, да, могут быть какие-то проблемы и какие-то разногласия среди людей вашего окружения. Ну вот оно тоже. Вам лучше как-то вот успокоиться. Пусть кто-то с кем-то ругается, пусть кто-то кому-то доказывает, но не с вами, чтобы вы не участвовали в этом. Знаете, здесь идет время тотального детокса такого, да. Энергия, она требует сбросить балласт какой-то. Организм начнет, кстати, сам очищаться. Не знаю, может быть, обычно, знаете, вот как заземленным таким, если сказать, очищаться через пот, да, очищение кожи. Но, кстати, может быть легкое недомогание. И больше всего, опять же, хочу сказать, не надо бояться и не мешайте себе, не мешайте своему организму, пейте больше чистой воды. Будьте уверены, что у вас реально какой-то сброс идет. Вот как будто холодно может быть, как будто бы какие-то слезы могут на глаза. Просто вот простая ситуация или даже ничего такого нет, а слезы идут.
Может действительно какие-то быть головокружения, может быть у людей вокруг тоже что-то будет не очень хорошо, и они, да, захотят там с себя сорвать вот это все и сбросить на вас. Вам не брать, получается, карты говорят, но и за себя не беспокоиться. Вы здоровый, устойчивый, к новым каким-то очень шикарным перспективам человек. Вот. Но через вот такие какие-то мелочи, которые могут испугать, нужно будет пройти и не испугаться. Ну что еще сказать здесь? Что еще здесь сказать? Работы будет много, встречи тоже будут интересными такими, заводными. Какие-то встречи будут быстрые, какие-то очень-очень долгими. Вот с какой-то женщиной будете общаться, разговаривать с ней по поводу каких-то неприятных моментов жизненных. Тоже не надо брать себе в душу, в сердце. В доме ребенок ваш может проявить характер или устроить бунт какой-то, или даже обидеться на вас, либо вы на него. Не давите авторитетом там или чем-то еще. Позвольте всплеснуть, выплеснуть эмоции, да, вот. И что-то старое будет этим самым выкинуто. Вы не попадете в ловушку каких-то неприятностей, если немножечко по-другому будете реагировать на все. Да, может и такое быть, что с ребенком с вашим, да, что-то непонятное такое тоже энергетически происходить будет, и может вспылить, и может обидеться, и вы тоже, ну вот что-то в этом роде. Это вот карта дома, это карта отношений, карта пути, путь прекрасный, но через какие-то не очень хорошие моменты вам придется пройти. Вот. Что еще тут карта скажет? Работы будет много. Мужчина, с ним о чем-то будете говорить. Кстати, если мужчина будет вам указывать, чего делать, не обижайтесь, но все равно молча делайте свое. Вот какой-то мужчина, не знаю, начальник, родственник, любимый человек, сын, да, вот будьте аккуратны. Да, он может указывать, он может захотеть руководить, слишком уж чересчур. Поэтому молча, но делаете свое. Очень много интересных событий будет на следующей неделе, и многое даже вам откроется, как тайна какая-то. Вот какую-то тайну даже откроете. Пути ваши будут чистыми, если не будете слишком сильно эмоционировать. Вот и все. Спокойствие, только спокойствие. Вот так карты говорят. Реализация ваша прекрасная, превосходная, сила на месте. Вот. Естественно, как обычно, не переусердствуйте в чем-то, да, не переработайтесь, а так это недели действий, поездок, действий, встреч. Главное эмоции держать. Все. Остальное, все будет, все сделается, все исправится, даже если не в тот момент, который хотелось бы, все равно, да, где-то, может, придется подождать, где-то, может быть, придется побыстрее действовать, но у вас все получится. Дальше. Кстати, давайте посмотрим бытовую деталь по поводу жезловой масти. На что обратить внимание в доме там или на улице, просто по жизни так. Да? Бытовая деталь. Ох, десяточка мечей. Женщина. Двойственность. Двойственность, чтобы выйти из плохого, чтобы не допустить плохое. Знаете, обратите внимание, вода, вода и что-то острое. Смотрите, обратите внимание на следующей неделе, во-первых, на электричество, да, чтобы оно было все там, когда уходите из дома, выключено, и смотрите аккуратнее, чтобы не были оголены какие-то там провода, даже если на улице где-то будете идти, будьте внимательны к электричеству.
Перепроверяйте сантехнику в доме, чтобы вода не подтекала. Вот. Но смотрите, вот почему-то мне видение идет, если реально с 20 по 26 июля у вас будет, допустим, вот вы увидите, да, нечаянно или даже по подсказке этого расклада, что перегорела лампочка, или она просто, вот просто сама по себе перегорит, вот даже после уже расклада, или до расклада, вот недавно перегорела, и вы, ну, меняли ее, да. Либо я вижу звук капающей воды, вот как будто подтекающий кран. Может быть, душ будет не выключен кем-то, и вы откроете, как будто бы на голову вот так вот он вам польется, хотя думали, что из крана, а не с душа будет. Ну что-то вот связанное с каплями воды и связанное, да, с электроэнергией. Не знаю почему, но это чисто бытовая деталь. Вот значит, у вас это будет прямой знак от самой Вселенной именно на этой неделе. Что-то сделайте, знаете, вот один день хотя бы, сразу же после этого, один день хотя бы останьтесь сами с собой. Вот чтобы не прорвало что-то, чтобы не нервы не стали прям электрическими такими аж, да, из-за кого-то, потому что кто-то хочет ворваться в вашу жизнь и что-то тоже, вот, может быть, попортить. Может быть, чтобы не упасть куда-то, когда вот вроде не хочешь идти, а тебя заставляют, а возьми и не ходи. Чтобы не упасть, не спотыкнуться, чтобы с лестницы не свалиться, чтобы, не знаю, еще что-то. Будьте, кстати, внимательны. Светофор где, да, вот тоже. Может, светофор не будет работать, значит, везде смотрите, по всем углам, кто куда едет, и чтобы у вас все было хорошо. Есть такое, что успокойся, и ты выиграешь. Вот, успокойся, один день, один час, но возьми себе для себя, и ты выиграешь что-то такое особенное, что даже не ожидаешь. Это на всякий случай. И если ты будешь точно знать, плохое ты избежал. Это знак того, что ты плохое, настоящее плохое, которое бы действительно тебя так ударило, образно говоря, ты его избежал. Это и будет как бы вот по поводу электричества, там лампочки этой, да, ну если перегорит лампочка, это по поводу какой-то воды, это будет как знак, что очень сильно плохое ты избежал. Просто ты выиграл, ты избежал, ты смог. И идешь к своей звезде. Вот как. Дальше давайте смотреть по поводу денег. Да? Пентаклевая масть по поводу денег. О, ну тут туз пентаклей идет. Так, туз пентаклей. Это получение хорошего вознаграждения, это получение хорошей прибыли, это что-то новенькое, которое ворвется в вашу жизнь и поставит начало для чего-то очень-очень весомого. Ну, денежки идут, стабилизация как бы движется в вашу сторону, так что свою удачу вы держите при себе. Получите, может, действительно перечисление на карточку, либо какой-то подарок денежный, либо долги раздадите или вам отдадут, но с финансами очень даже неплохо на следующей неделе. И даже можете быть спокойны, все на месте, все на месте, никто не сможет у вас что-то отобрать, потому что энергия открывает потоки будущего, куда, да, нужно нести деньги, этот финансовый поток, и он от вас не убудет. Так, посмотрим. Еще опять десяточка идет. И еще и получается семерка. Семерка. Это обман. Это обман.
Но я по вот этим картам сразу скажу, хватит раскачиваться, пора выходить на какую-то действительно интересную работу, на, может быть, действительно какую-то полную мощность, да. Вот, если вы засиделись с какими-то, ой, потом, либо ничего, все, конечно, будет. Ничего, все будет, конечно же, будет. Но эта неделя принесет вам прибыль хорошую и восстановление ваших сил и успешных моментов. Будут какие-то, ну, по денежкам, подписание каких-то документов. Да, они могут происходить где-то молниеносно, где-то, может быть, и подольше что-то будете решать. Но, по-моему, здесь как вот по вот этой карте, этой сочетания, здесь решение по поводу денег или покупки какой-то, да, там, где участвуют деньги, нужно будет принимать быстро. Естественно, внимательно читайте мелкий шрифт. Естественно, внимательно слушайте людей, которые тоже по этому поводу будут говорить, но нужно будет быстро принимать решение, чтобы не упустить возможность процветания, получения огромных прибылей. Это ваша неделя. Можете прямо сейчас вот на эту карту сказать, неделя с 20 по 26 июля, да, неси мне прибыль, и оставайся в моей жизни, в моих руках. Смотрите, можете своими словами сказать, которые вы знаете, которые вы чувствуете. Но здесь все под контролем энергетически. Нет никаких таких загвоздочек, где бы вы нечаянно там что-то спустили, упустили или кто-то у вас украл. Вроде бы нет. Вы очень внимательный человек на этой неделе будете. Вы, наверное, по жизни такой, но на этой неделе еще и включится многое. Вот. По поводу вот этих двух карт, давайте еще третью, да. Справитесь, я же говорю, справитесь и не упустите момент. Хотя, может быть, кто-то влезет, что-то вот захочет обмануть вас, может быть, даже полностью у вас что-то отобрать, чтобы вы вообще не видели своих перспектив, но вы это не позволите, вы уже предупреждены, вы и сами будете это чувствовать. Знаете, неделя финансового ожидания и получения. Да, будут какие-то проверки, и проверки в каких-то вопросах будут на терпение. Но деньги любят тишину, и в этой тишине, в этих пониманиях денежки идти к вам будут, а не к кому-то еще. Они просто за вас зацепятся и не отцепятся. И давайте скажем, да будет так. Что еще здесь карты скажут по поводу финансов? Ну, по поводу родственникам, смотрите, вот родственники, может, близкие какие-то люди скажут, допустим, дай мне денежек взаймы там, или помоги мне вот с этим разобраться. Ну, естественно, вы, если чувствуете, что почему бы и нет, помогайте. Но лучше всего, вот по вот этой карте, и что были две, в общем, я их уже перевернула, но те были первенькие. Лучше всего скажите, сейчас нужно немного подождать своим родственникам, знакомым. И давай пока отложим, не могу, допустим, да. Ну, как бы брать в долг и давать в долг за эти 7 дней лучше не надо, потому что вас это может затянуть в выплаты на долгие месяцы, что вам будут вот это задерживать, что вы будете тоже не в состоянии, потому что вы отдали какую-то вот счастливую монетку, как говорится. Поэтому здесь, конечно, смотрите сами, да, давать или брать, там как уже будет. Но финансовый поток именно этой недели, он дает очень много положительного и очень много возможностей на будущее, которые не стоит упускать. Бытовая деталь всего этого, да, ну, сила прекрасно, любовь в доме, благополучие, хороший достаток и ваше желание, ваше мнение. В некоторых, да, по рыцарю Пентаклей нужно будет подождать
И все равно видите, какие карты превосходные на финансы. То, что я сказала, вы уже услышали. И карты начали открываться на лучшую сторону, потому что вы уже это услышали. Смотрите, бытовая деталь. Пересчитайте все наличные денежки в доме, которые у вас есть. Да, аккуратно сложите их купюра к купюре. Вот. Лицом к себе, чтобы вы это лицо видели на купюре, да. Положите их куда-то в такое вот место, где никто не увидит, не возьмет. И знаете, берите, если вам нужно брать из этой стопочки, да, каждый день, допустим, постарайтесь брать круглую сумму. Вот именно, чтобы нолики были. Я не знаю, какие у вас денежки, да, но копейки, там маленькие монетки или бумажные деньги. Постарайтесь, чтобы в руке вот первое, что вы возьмете, даже если это монетка, чтобы был нолик. Там 10, 100, не знаю, какие у вас денежки, да. Но вот этот нолик, он каждый раз будет создавать эффект нового чего-то, нового вот то, что вас и оберегает, и то, что от вас не уйдет, потому что по кругу по-любому к вам вернется, и то, что вам будет приближать вот этот и увеличивать денежный поток и денежную удачу. Еще что можно сделать, если купюры разные все-таки, да, и ноликов нет? Можно просто взять конвертик, допустим, или коробочку, да, и положить туда что-то такое вот, не знаю, купюру, опять же, с ноликами, одну, но ее не трогать, пусть там лежит, заряжает положительной энергией, или нарисовать на бумажечке, да, даже вот просто круг, и в этот круг положить свои денежки, ну и получить удачу. Это по поводу денег. Смотрите, какая победа идет. Победа в ваших руках, радость ваших родных, которым вы сможете очень хорошо помогать, дарить подарки, потому что у вас еще будет ваши действия, которые вы контролируете и несете в свой радужный путь. И по силе это сила. Сила приобретения, сила выхода и сила победы. Прекрасно. Просто прекрасно. По-любому вы на высоте, повоевать, да, может быть, с кем-то и придется, но вы свое отвоюете. Так, ну давайте смотреть эмоциональный фон. Королева, да, идет здесь, королева этих кубков. Время эмоциональной перезагрузки, больше всего вот по этой карте можно сказать. А знаете, вы уйдете на следующей неделе от того, что больше не приносит радости. Либо вы пересмотрите отношения с людьми даже, которые больше не приносят радости. И каждый раз, когда вы думаете, что ой, да все поменяется, этот человек сейчас так, а вот завтра он будет по-другому, он изменится, нет. Скорее всего, на этой неделе вы будете решать эти вопросы очень легко и себе во благо. Вы наберете свою чашу своих эмоций и своих впечатлений и дополните ее радостью нового чего-то. Радостью чего-то нового. В вашу жизнь ворвутся очень интересные перспективы, очень интересные люди. Это Иерофант и семерочка, где вы устали ждать, берете свое и уходите. Вы просто устали ждать. Вы соберете такой урожай счастья, вам даже и не снилось. Просто вот именно с 20 по 26 подумайте, что уже отжило свое, кто уже больше не приносит радости и никогда не изменится. Реагируйте на это все по-другому, либо просто прощайтесь с этим, либо по-другому реагируйте. И вы тут же по велению высших сил притянете к себе столько радости, что вы даже и не думали об этом. Вы будете смеяться, вы будете шутки шутить. Вот такое идет. И даже психологически вот эта вот радость, когда в вас проснется заново, да, вот ее будет больше,
вы и физически выздоровеете. Вот. Что еще? Вот он нулевой такой вот кругляшочек, да, который принесет и счастье, и удачу, и радость. Хорошо, очень даже. Смотрите, если вы с кем-то в ссоре, и вы не видите перспективы, действительно, еще раз хочу повторить то, что уже говорила, но вот уже даже по этой карте. Карта указывает на то, что пора перестать стучаться в закрытые двери и пойти чем-то новым. Если отношения у вас есть и приносят только боль, опять же, пересмотрите свое отношение к этому, либо да. Говорите «до свидания» именно на этой неделе. Но такое впечатление, что вы чем больше будете уверены, что да, я теперь буду по-другому все это принимать, понимать и даже многое отпускать. И вы тут же, опять же, примите столько позитива, столько людей, которые именно хотят быть с вами, которые принесут вам удачу, счастье, появится в вашей жизни, что вы удивитесь. Либо просто будут даже проводниками для вашего счастья. Кто-то неожиданно захочет с вами поговорить, кто-то просто в толпе людей, где-то в очереди, где-то в маршрутке, там, не знаю, где вы ходите, ездите, да, у вас кто-то спросит что-то. Это как будто бы опять же знак для того, чтобы понимать, ага, значит, я все-таки меняюсь и меняю свою жизнь в лучшую сторону. Значит, в моей жизни скоро очень хорошие люди появятся, и я буду счастливым человеком. Вот такое вот идет в вашу жизнь, вот такая энергия, энергия будущего, которая открылась заново. Так, что еще? Ну, это тайны какие-то, опять же, может, откроете, да? Вот, какая-то недосказанность будет сказана. Но многое, да, вы должны понять и сказать так больше нельзя. Так, что еще? Новости интересные ждите. Знаете, наберитесь какой-то смелости и шагните в новое. Радость неимоверная будет. Мужчина, мечевая масть, предпобедные ожидания, пятерочка жезлов. Так. Ну, смотрите, по вот этим картам, если по поводу детей что-то хотите знать, да, потому что часто спрашиваете, но вот эта неделя как раз позвольте своему ребенку реально, взрослый он, маленький он, побыть вот сам на сам, как говорится, да, в одиночестве какое-то время. Если он этого просит особенно, не лезьте в его личное пространство с расспросами и доказательствами, потому что да, реально может быть ссора, от которой вы долго-долго не отойдете. Просто дайте ему пару минуток или пару дней даже, ну, знать, что вы рядом, но не лезете туда. Вы получите превосходный результат и будете очень счастливы. И по поводу любви. Карты говорят, что и с любимым человеком, да, с которым вы, опять же, на расстоянии, допустим, в ссоре, может быть, да, то же самое. Дайте, все, не лезьте. Даже мысленно и психологически закройте себя и делайте свои дела, он сам придет, он сам позвонит, он успокоится, и такая будет радость между вами. Мало не покажется. Вот. Если у вас все хорошо, опять же, не напрягайте ситуацию, потому что, да, бывает так, слово за слово. И вместо того, чтобы получить победу, вы можете мечом все разрушить и не дойти до этой хорошей победы и счастливых моментов. Знаете, что сделаете? Как бытовая деталь, да, для вот этих карт.
вечером налейте в прозрачный бокал или стакан, да, в прозрачный, чистую воду. Вот посмотрите сквозь нее на заходящее солнце, просто вот в окно, вот через этот стаканчик, через эту водичку. Ну, либо свет вечернего неба, может быть, солнышко в ваше окно не светит, но все равно свет вечернего неба, да, когда начинает смеркаться, вы же все равно увидите. И мысленно растворите в этой воде все свои печали, все свои обиды, ну, то, что вам не хочется уже в душе держать, да, в своих пониманиях, в своих мыслях. Вот это все представьте, на вот уходящее, как бы садящееся, заходящее, да, солнышко. Вот. И вы потом пойдите молча, ни с кем не говорите, вылейте это все в раковину, ну и скажите, куда вода, туда и вся беда. Вот, в никуда. Чтобы ни для кого и ни для вас все это не возвращалось. И вы почувствуете, как с души упадет какой-то тяжелый камень, и вы действительно на следующий день увидите, как вы исправили какую-то ситуацию, как у вас что-то действительно заиграло новыми красками. Вот такое вот. Ой, чуть не свалила камеру. Вот такое вот. Переходим к острым моментам. Это мечевые. Это мечевые карты. Ну, рыцарь мечей, острые моменты, что по этому рыцарю сказать. Берегите свои ножки, опять же, да, не бегите, сломя голову, чтобы не упасть, не спотыкнуться. Ну и в то же время решайте вопросы уверенно, не задерживаясь, да, не лезьте на какие-то разговоры, не лезьте на какие-то бытовые проблемки, опять же, да. Сейчас тоже бытовую защиту посмотрим. Но здесь обычная неделя, обычная. В принципе, все, что эта карта может сказать, я уже здесь вам сказала по вот этим картам. Давайте посмотрим еще, что дополнять будут. Влюбленность, новые дороги, победа, победа в любви, в каких-то дорогах, начинаниях, перспективах. Не откладывай момент, который действительно нужно включить, как солнышко сейчас. Но в то же время в какой-то момент по 13-му аркану лучше побыть в одиночестве хотя бы, да, те же, не знаю, полчаса. Потому что судьба меняется, и многое действительно будет не совсем так, как понимаешь, но впоследствии увидишь глобальные и классные такие вот хорошие перемены. Что еще по вот этим картам? Карты, ну, как предупреждают, давайте немножечко еще раз повторюсь, о душевных каких-то, ну, риск может быть душевных ран, вот, потому что, да, может быть где-то предательство, либо какие-то резкие слова, которые могут ранить в самое сердце. Может такое быть. Но вы же уже слышали, да, не берите в голову. Это значит тот момент, через который вы перешагиваете, не допуская конкретно чего-то очень плохого. Может быть, даже это все будет останавливать вас от какого-то пути, где вы реально куда-то вот упадете и повредите себе что-нибудь. Потом опасность может быть или нет. Так, 13-й аркан. Ну, после него идет карта человека, как говорится, тут королева кубков, да. Но главный острый момент — это чужие слова и критика. Больше я не вижу толком такого вот, чтобы действительно сказать и чтобы вы знали. Нет. Оградите себя от выяснения отношений, оградите себя от дискуссий каких-то ненужных, не вступайте в споры, даже в интернете. Вот. Не слушайте тех, кто пытается уколоть, да, такое будет. Вот кто-то может попытаться. Знаете, бытовая защита здесь какая лучше всего? Будьте предельно осторожны с любыми, во-первых, острыми, колющими
и режущими предметами, да, ну как-то было уже, но здесь тоже аккуратненько. Ножи, ножницы, иголки, все это на этой неделе может быть буквально нападать на вас. Не шейте в плохом настроении, не занимайтесь готовкой в плохом настроении, потому что реально есть риск вот не радоваться, а наоборот как-то вот переживать и печалиться из-за того, что что-то пойдет не так. Может, да, быть рассыпанная нечаянно соль, ну, чужая нитка какая-то, занесенная, не знаю, ботинками там или чужим человеком. Может, даже какую-то булавку скинут у порога. Ну, мне не нравится просто 13-й аркан, и вот эта карта, как будто 13-й разделяет хорошие моменты, и вот кто-то может принести в вашу жизнь что-то нехорошее. Не трогайте ни в коем случае все это голыми руками, возьмите кулечек, да, все уберите, а то еще и над свечкой подержите, если там иголка, не дай бог, будет булавка. Да, такое может быть, ну, как кто-то может принести. И со словами с такими: откуда пришло, туда и уходит. Все, больше даже говорить не надо, все уйдет сразу. Вот такое еще может быть предупреждение по вот этому сочетанию карт. Да, откуда пришло, туда и уходит. Мужчина рядом с вами, который будет пытаться вас обмануть. Но выбор за вами и выход в реальную ситуацию хороший, потому что вы устали от разбитых отношений, разбитых пониманий, от того, что деньги куда-то уплывают, и от какого-то непонятного одиночества. В ваших руках сила, но эта сила и успех. Давайте еще раз. Я вот сейчас эти буду смотреть, но я еще раз скажу. Эмоции. Это самая главная фишка вот всего, что тут говорят карты, да, я вам передаю. Через многое можете пройти, но вы очень многое можете не впустить в свою жизнь и быть в идеально нормальном, приподнятом настроении, ситуации, да, и еще и хороших денежках, если не будете реагировать. Эмоции — это фишка, которые контролируете на следующей неделе. Все. В ваших руках многое. Но кто-то, да, захочет и обмануть, и разбить сердце, и денежки просить, и в одиночестве вас оставить, и какое-то выяснение на вас, вот как вот давить, да, на вас давить, а вы берите и спокойно так. Вообще, я не вижу, я не слышу. Ну, вот такое. Ну, давайте посмотрим. Стихии, да? Семерка воздуха. Холодность, отстраненность, беспристрастность. Беспристрастно оцените происходящее, включите холодный рассудок и найдите ответ. Даже эта карта из другой колоды просто одним предложением сказала, в чем главная изюминка, главная фишка следующей недели. И тогда вы действительно легко идете по жизни, и никакой злой умысел к вам не попадет. Никто не сможет сделать вам плохо, больно, чтобы вы там плакали, чтобы еще что-то было. Вот так вот. Даже эта карта вот просто вот так говорит. Да, в каких-то моментах действительно включите холодный рассудок, и сразу ответ будет найден. Вот, что вам делать дальше, чтобы не упустить то, что вам надо. Вот. И беспристрастно оцените происходящее. Говорю, реально вот эмоции даже здесь. Давайте посмотрим гексаграмму. Гексаграмма посещения. Находясь на вершине, так, видно вам? Угу. Находясь на вершине находясь на вершине, действуйте. Вот. Вы находитесь на вершине успеха. У звездочки на вершине, да?
За что бы вы ни взялись, удача будет сопутствовать вам. А вот теперь смотрите, реально, за что бы вы ни взялись, удача будет сопутствовать вам. А если вы возьметесь за что-то не очень хорошее, значит, не очень хорошее будет сопутствовать вам. А не очень хорошее, уж не буду перечислять, естественно, вы не хотите. Поэтому, опять же, эмоции. Эмоции в положительном расположении — все. У вас в руках ваш успех. Вот так. Даже эта карта так говорит. Дальше. Ваши желания скоро исполнятся. И чем выше вы будете подниматься, тем больше или большие, да, перспективы перед вами откроются. Не упустите свой шанс, смело беритесь за новые дела, верьте в свою счастливую звезду и не бойтесь дерзать. Не надо себя накручивать, ой, а вдруг, ой, а то, потому что, опять же, это спровоцирует что-то не очень хорошее, а вдруг он скажет, а вдруг там она будет говорить не так все. Ничего страшного. Даже если реально что-то будет не так, значит, вы переступаете этот порог для чего-то ого-го хорошего. Дальше читаю, да? Не упустите свой шанс, смело беритесь за новые дела, верьте в свою счастливую звезду и не бойтесь дерзать. Так, в отношениях с любимым человеком вас ждет недоразумение, но оно быстро пройдет. На службе и в финансовых делах приготовьтесь к переменам к лучшему. Какой туз выходит. Все обстоятельства складываются в вашу пользу. Однако не заноситесь, иначе зависть и обиды окружающих омрачат вашу жизнь. И эта карта говорит о эмоциях. Да? Но здесь написано «не заноситесь». Но в принципе можно так сказать. Ну, например, не возноситесь в свою гордыню. Там у меня все так. Да? Можно и сказать по этому слову «не заноситесь» в ссоре, в доказательствах, в ругани какой-то конкретной, да, в указаниях, что вы правы, а больше никто, либо в каких-то еще доказательствах. Вот, даже эта гексаграмма, эта карта из всей колоды, вот именно это пришло. И она говорит эмоции, твоя фишка твоего успеха и вашей пользы. Вот так. Иначе, да, они начнут завидовать, обижаться и еще чего-то там. И омрачат вашу неделю. И может даже что-то, какой-то вот успешный момент перекроют. И это тоже говорит. Так, ну давайте еще напоследок посмотрим этой колоды, что тут выйдет. Переход идет очень, возможно, неопределенный, и где-то, да, придется и потрудиться, и где-то, может быть, заставить себя даже, да, промолчать, хотя очень захочется, допустим, но однозначно вы сходите на берег уже новой своей жизни и интересных моментов. Угу. Да, у кого-то будет путешествие куда-то, у кого-то будет очень такая, знаете, хорошая, запланированная ситуация, но опять же у каждого свое, которая принесет вам гармонию и продлит вам время жизни. Даже так, по этой карте, да, я могу так сказать, в сочетании со всеми остальными. Сейчас еще, знаете, здесь еще кое-что. Вот, пожалуйста, звезды. Смотрите, что хочу вам сказать. Чтобы сгладить грозную энергию, да, недели, которая может вывести вас на то, что вы вот не сможете спокойно на многое реагировать, и да, где-то можете испортить себе что-нибудь. Но вот чтобы сгладить эту грозную энергию, главным цветом недели объявляется нежно-голубой. Небо.
Ну, либо нежно-голубой, либо светло-серенький, как чтобы не темные тучи, да, а светло-светло-серенькие тучи, они почти беленькие тучи. Ну, вернее, облачка, да, давайте скажу. Даже если тучи будут, пусть они будут белыми, а? Просто вот побыли и ушли. Вот это все вам даст большую защиту для того, чтобы действительно получить свою звезду счастья, удачи и успеха. И не попасть под влияние ненужных, грозных, неприятных энергий. Наденьте голубую вещь, ну, либо светло-серенькую, да, на важную встречу, допустим, на какой-то разговор, или просто так с утра, какого-то дня, да, и это охладит и пыл собеседников, и пыл людей, которые просто так захотят вас зацепить, и ваш пыл чего-то там доказать или ответить. Это хорошие цвета, нежно-голубой, светло-серенький. Вот. Можете даже просто на телефон добавить что-то в этих тонах, заставочку на эту неделю, и даже это будет вам помогать. Вот. Усмирять будет эмоции. И я еще хотела сказать, по этой же колоде положила ее, но все равно достаю. Иерофант, переписанные странички. В раскладе было, я помню, про то, что готовить, да, в плохих эмоциях не готовьте. Ну, что-то типа этого, да, я тогда сказала, потому что я увидела как послание, вот именно послание. Может быть, даже кто-то из вас сказал: о, а это зачем такое говорить здесь, да, но вот пришло, вот я увидела это послание. И я хочу сейчас уточнить еще. Вот знаете, приготовьтесь, что с 20 по 26 июля, если вы действительно что-то себе приготовите, или своей семье, или себе, да, вот, например, какое-то запеченное блюдо, там пирог, овощи, мясо в духовке, да, энергия запекания под крышкой, под хорошей, доброй энергетикой, да, такое вот, оно поможет вам усмирить еще и это, да, не только цвет, разрушительный огонь, вот недели, когда люди действительно захотят вас поломать. И оно будет символизировать трансформацию каких-то старых планов, старых каких-то недоделок каких-то, да, может быть, отношений, которые никак не выйдут на нормальные, да, потому что вечно тут, может, спорите с кем-то. Знаете, вот оно как будто то, что вас раздражало, то, что делало вам плохо, больно и сомнительно, да, вот это блюдо, оно поможет вам перейти в нечто прекрасное и, наконец-то, согревающее. Вы разделите, если это блюдо с семьей, вы укрепите домашний очаг. Если вы поделитесь и угостите людей вокруг, вы как будто бы укрепите, да, отношения с ними, либо укрепите в себе силы не допускать плохое от них, чтобы они от вас уже ничего не брали, ну, как иерофант, да, защита небес через вот это блюдо. Ну, либо, если вы не умеете готовить, ну, у каждого свое, да, ну, тогда что-нибудь такое вот печеное приобретите. Или кто-то пусть вам испечет на заказ. Может, что-то и вот такое бывает, да. Вот. Ну, тогда через вот это, что вы будете покупать, тоже разделите, угостите, но с энергией хорошей. Вот вы покупаете или печете, да, запекаете, и улыбайтесь. Включите себе музыку в наушниках там, либо какой-то прекрасный, веселый сериал там или кино просто обычное, да. И вот, чтобы никто не раздражал. Это ваша зацепочка, как волшебное что-то на ваши действительно дальнейшие перспективы, опять же. И да, скажу, это тоже сильно. И слова. Давайте я скажу напоследок слова волшебные этой недели. Можете сейчас повторить, можете просто послушать. По-любому это сила.
Вселенная через Иерофанта, звезды, да, она придет к вам. Вы досмотрели видео вот до сюда уже, да, значит, точно здесь защита и оберег вступает в силу, очень сильную силу для вас. На Ютубе не забывайте, на Ютубе только тут. Не на других каналах никаких, только на Ютубе, ну, в смысле, на платформах, да. Вот. Читаю. Все старое и отжившее уходит, уступая место новой счастливой жизни. Мой мир обновляется и расцветает под защитой Вселенной. Все. Да будет так, аминь, да, можете говорить тоже, что вам нравится. Но все, давайте еще раз, да. Все старое и отжившее уходит, уступая место новой счастливой жизни. Мой мир обновляется и расцветает под защитой Вселенной. Аминь, да будет так. Все, вы защищены однозначно. Вы проинформированы, поэтому получайте свое счастье, берегите себя и хватайте даже с этого всего лишь расклада уже свой успех, потому что он ваш. Всего доброго-доброго. Не прощаюсь. Увидимся, услышимся. Приходите, жду вас.